Всем привет! Сегодня у нас послание от твоего будущего «Я», что тебе нужно знать. И прежде чем начать, хм, скажу, это перед вами колоды нейроведьмы и деда номер один, нейроведьмы и деда номер два и нейроведьмы и деда номер три. Колоды вы можете взять макеты на Бусти, распечатать их и продавать, если хотите, потому что авторские права за мной, я их не перепродавал никому. Вам я разрешаю их продавать и не боясь, что кто-то на вас куда-то там подаст. А, Вчера сидел на Авито, думаю, да посмотрю, может кто-нибудь все-таки начал продавать, да? И смотрю, есть. На Авито есть продавец, она со мной не связана, сразу говорю, она продает эти колоды. То есть заходите на Авито, вбиваете в поиск Таро нейроведьмы и деда, а у нее там 3 колоды в продаже есть. Я решил об этом сказать, чтобы вы, как говорится, знали, где взять их. То есть в продаже уже есть. И если хотите, можете сами взять макет на Бусте, распечатать себе, подруге, можете также заниматься там продажей, если хотите заработать. Поэтому не хотите мучиться с типографией, то вот на Авито я нашел одного продавца, который продает там. Елена ее зовут, как я помню. Пожалуйста. Поэтому не стесняйтесь, можете сами заниматься этим, взять макеты. Я не против. Макеты я выложил на Бусти. Ссылка в описании к видео, в закрепленном комментарии. Я вот за Елену, за эту, Елена вроде зовут, очень рад. Потому что я объясню, я всем предложил, заработайте. Вот много пишут там в комментариях, денег нет и так далее. Вот, пожалуйста, я говорю, вот, эксклюзивные колоды, их нет в широкой продаже, продавайте. Но вот занялась только Елена. Ну и девочка в чате в магическом тоже вам может распечатать их. Поэтому приходите, можете сами зарабатывать. Все ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Давайте сегодня коротенький расклад послания твоего будущего «Я». Будем смотреть точечно и начнем. Итак, единички. Для сигнификации у нас сегодня «От чего ты бежишь». Вот так вот необычно, да? Не кто ты, что ты, где ты, а вот от чего ты бежишь. А ты бежишь вот по картам от прямого разговора с властью и правилами. Власть– это у нас начальник твой. И его формат с тобой общения. Вот ты все делаешь на работе как по учебнику. Тянешь объем за двоих, там, если есть новички, им помогаешь, закрываешь задачи срочные, но молчишь про оплату, про роль свою в этой компании, про границы. Тебе начальник может написать в твой выходной, делай вот это, и ты делаешь. И ты выбираешь удобную тишину вместо одной, как говорится, жесткой встречи по фактам. Внутри у тебя зреет мысль уйти, а снаружи ты делаешь вид, что все хорошо. Из-за этого у тебя копится обида, усталость, злоба даже. Ты умничка и ты исполнительна, но ты не партнер в диалоге.
И ты это прекрасно знаешь. Ты молчишь, молчишь. Пусть на тебя даже 150 задач сделал, ты молчать будешь. И самое это видно в мелочах. В календаре у тебя одни дедлайны, с отчетами у тебя вечные отчеты, и не произносишь главного. Или я уйду, или зарплату повышаете. Потому что ты уже выходишь за рамки должности своей. А нужны четкие обязанности и новая ставка. Понимаешь? Работы ты вот не боишься, но ты берешь то, за что тебе не платят. Ну, не свое. Я не знаю, как это объяснить, а зачем мне тебе объяснять, если ты и сама знаешь. Так какое послание от твоего будущего я? А она, ну, ты будущее, ты говоришь, что тебе нужно сказать одно четкое «да» и одно четкое «нет». И жизнь сразу поедет. Будущее ты просишь перестать распыляться и выбрать один главный вектор, хотя бы на 3 месяца. Повышение в этой компании там с фиксированной цифрой, да, и описанной зоной ответственности. Или переход к своему проекту, который тебя и кормит, и растет потихонечку. Третьего не дано. Не растягивай разговоры, подготовь там короткий документ на 1 страницу. Что делаю сейчас, что беру на себя, какой уровень оплаты и сроки. Внеси это в повестку встречи со своим начальником, потому что на словах ты хрен что скажешь. Напиши на бумаге. И тогда приходишь к начальнику, или вслух прочитай, или просто листок отдай. Понимаешь? И переведи все в режим заботы о себе. Понимаешь? Нормальный сон, еда вкусная, расписание без вот этих ночных твоих переработок — это не мелочь. Это база, на которой держится твой голос, твоя уверенность. Понимаешь? Какой совет? Оформи все по правилам и двигайся туда, где спокойно. Сначала приведи в порядок там договоренности, там выписки, письма, вот это все, что ты работаешь. То, что на словах и в мыслях у тебя накопилось, в текст переведи. Понимаешь? Если, как говорится, начальник не готов к честной сделке, то готовь выход. Понимаешь? Резюме составляешь, прозваниваешь хотя бы по 2 контакта в день. Отправляешь заявки я имею в виду, на должность. Собеседование пробные. Понимаешь? Это все почистит фон и снимет тревогу. Потому что пока ты будешь молчать, все так и будет происходить до самой твоей пенсии. Понимаешь? Потому что ты берешь слишком не свое. Это не твоя зона ответственности. Если у тебя разговор с начальником скатывается в спор, ставь паузу, возвращайся к документам, все допиши. Самое главное, пропиши это все на бумаге, прежде чем к начальнику идти. Понимаешь? И из этой подвешенности ты окажешься там, где тебе платят, где тебя слышат и соблюдают договоренности, потому что у тебя уже предел этого всего. Итак, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, давайте посмотрим, от чего вы бежите. Ну, ты знаешь, ты бежишь от нормальных взрослых отношений, где нужно быть и сильной, и слабой одновременно.
У тебя сейчас в голове два режима. Либо ты включаешь босса, решаешь вопросы, двигаешь все дела, показываешь, кто тут главный, либо уходишь в режим мягкой вот этой девочки, которая хочет на ручке заботы и тепла. А совместить это в одной истории с одним мужиком у тебя не получается. Ты боишься, что если ты покажешь свои чувства мужику, он воспримет это как слабость. А если будешь рядом со спокойным, заботливым, как говорится, лицом, тебе скучно станет, ты начнешь сама рулить. И вот этого баланса ты избегаешь. Ты бежишь от этого баланса. Тебе проще выбрать одну роль и ее играть, чем быть живой и разной. Какое послание? Ну, знаешь, твое будущее «я», оно говорит тебе вот одну простую вещь. Хватит слушать всех подряд. Слушай только свой внутренний голос. Вся вот эта стабильность, семья, дом, деньги, о которых ты мечтаешь, уже на подходе, но путь к ним через логику, а не через советы подруг. Понимаешь? Путь скрыт в твоей интуиции. Ты постоянно ищешь подтверждение от кого-либо, от мужика своего, от подруг, от всего, что вокруг. Что он сказал, как посмотрел, что подруга написала. А надо просто замолчать и послушать, что говорит у тебя тишина внутри. Понимаешь? Там все ответы есть. Тебе кажется, что ты ничего не знаешь. Вот как будто вот я не знаю, как быть. На самом деле ты все знаешь. Просто ты боишься в это поверить. Твоя интуиция, она вот как навигатор сейчас, который ведет тебя к большому счастью, а ты его постоянно перебиваешь вот этот шумом от подруг, от мужика и прочего. Какой совет? Ну, тут совет: прими жесткое решение, но честное, прям сегодня. Перестань резину тянуть и вокруг да около кататься, ходить. У тебя в голове есть одна мысль, которую ты гоняешь уже несколько месяцев, но боишься озвучить. Так вот, озвучь ее своему мужику. Или в сообщение напиши, и сделай этот звонок, скажи это нет, это да. Понимаешь? Хватит вот этих эмоций и сомнений. Включи голову холодную. Понимаешь? Вот включи и подумай, что будет логичным сделать прямо сейчас, чтобы упростить себе жизнь. И ответь, вот это и сделай. Один резкий, точный удар мечом, как говорится, который все лишнее отсечет. Не бойся показаться там вот этой там стервой или эгоисткой. Нет. Сейчас твоя задача внести ясность в свою же жизнь. И вот эта ясность, она новую точку отсчета тебе даст. И кучу энергии свободно. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Троечки. Сегодня короткий расклад. Не хочу вам трактовать, если честно. Но ты и сама знаешь, что ты бежишь от измены. Это по картам видно. И ты не просто бежишь, ты прям на полной скорости летишь. Цепившись в этот штурвал или руль своей жизни. И делаешь вид, что все нормально, все под контролем, я все контролирую. Работа, там дом, дети, планы, у тебя все четко. Но ты несешься не к цели, а от вот этой дикой острой боли в сердце, от того, что он тебе изменил. И ты думаешь, если забить, то там, как сказать, на все, или делами свой день наполнить до отказа, то времени не останется почувствовать, как тебе хреново. Но эта гонка, она же тебя просто убивает.
Ты притворяешься, что ты сильная, ты притворяешься, что у тебя все в порядке, а по ночам в подушку ревешь. Бежишь от разговора, бежишь от решения, бежишь от правды, потому что если остановишься хоть на секунду, то боль это просто сожрет тебя. От этого ты и несешься, как сумасшедшая. Все знаешь, делаешь вид, что нет. Послание. Послание простое, бросай эту ношу. Прям немедленно. Ты на себя столько взвалила, что ты скоро просто сломаешься. Хватит играть эту сильную женщину, роль сильной женщины, которая там все выдержит. Ты не выдержишь. И знаешь, что тебе срочно нужно? Твои девчонки. Вспомни последний раз, когда ты там с подругами ржала. Просто так, ни о чем. Вот позвони подругам прям сегодня. Собери всех без мужей, без детей. Просто вы, там бутылочка компота и честный разговор. Хватит молчать и вид делать, что у тебя все зашибись. Твое спасение, оно, знаешь, оно не в том, чтобы тащить это все в одиночку, а в том, чтобы вывалить все подругам. Они поймут, они поддержат, тебе легче хотя бы дышать станет. И это то, что тебе сейчас жизненно необходимо, потому что ты на грани. А ты на грани. Ты фальшивую жизнь играешь. Какой совет? Перестань жить в этой лжи. Пора включить свет. Хватит делать вид, что ничего не произошло. Выведи это все, его особенно, да, на чистую воду. Да, будет скандал, да, больно будет, но это как вот зуб вырывать больной. Один раз больно, зато потом не будет ныть. После этого чемоданы и вперед. Тебе нужно уйти или его убрать, чтобы вокруг тебя не было вот этой токсичной атмосферы. Тебе пора в новую спокойную жизнь. И это твой билет на корабль, который увезет тебя от шторма, где вот солнечно, весело и море бирюзовое. Сначала грустно будет, страшно плыть в неизвестность. Но ты поплывешь к себе настоящей, к своему счастью. Твоя задача сейчас не в том, что сохранить его, да, потому что семьи уже нет, а себя спасти. Ты это сделаешь? Ты это сделаешь.